Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Настя, и последние 9 лет я живу в Турции, в городе Измир. На этом канале я делюсь с вами своими новостями, опытом, знаниями, которые я приобрела за время жизни здесь. В прошлом ролике я начала рассказывать вам о том, какие есть легальные способы переезда в Турцию на ПМЖ. Рассказала вам о тех разновидностях видов на жительство, которые закреплены в законодательстве, и о возможностях получения турецкого гражданства по ускоренной упрощенной процедуре. Если вы случайно пропустили это видео, обязательно посмотрите, ссылку на него я оставлю в описании. Если вам нравится слушать рассказы о Турции глазами русского иммигранта, а также в общем о жизни в Турции русских, не забывайте подписаться на мой канал, ведь здесь таких историй будет очень много. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддержите меня лайками и напишите в комментариях, понравилось вам это видео или нет. А теперь переходим к обещанной вишенке на торте. Я расскажу свою историю о том, какие этапы я проходила в процессе оформления и какого вида на жительство. С чего началась моя история? Моя история началась точно не с турецких пляжей, не с отелей All Inclusive и курортных романов. Моя история началась очень банально. Мы познакомились с мужем в России, ну хотя в принципе то, как мы познакомились, не имеет большого значения для цели этого видео. Но если это будет интересно, и вообще, если интересна тема знакомства с турецким мужчиной, напишите мне об этом в комментарии, я сделаю отдельный ролик на эту тему, если это будет интересно. Значит, с мужем мы жили в Москве. Когда у нас родилась старшая дочка, мы решили поехать в Турцию, пожить 1 годик, порастить ребенка. И, соответственно, каким-то образом нужно было оформлять мое пребывание в Турции. Мы пошли, конечно, в миграционную службу, и нам сказал меймур, то есть госслужащий, который принимает документы на вид на жительство, что нам необходимо, конечно же, оформлять семейный вид на жительство в связи с браком с турецким гражданином. Так как наш брак зарегистрирован был в Турции, это, конечно, нам облегчило процесс сбора документов в части свидетельства о регистрации брака, потому что не было необходимости его переводить и накладывать на него апостиль. Остановлюсь на апостиле, если вдруг кто не знает, скажу, что Россия, так же как и Турция, являются странами-участниками Гаагской конвенции. Это значит, что все документы, которые выданы странами-участниками Гаагской конвенции, чтобы были признаны официально действительными, должны иметь на себе штамп апостиль. То есть, соответственно, все документы, которые вы везете из Турции, обязательно не забудьте на них поставить апостиль у нотариуса. Но вернемся к виду на жительство. Когда мы шли оформлять мой первый вид на жительство, процедура оформления была немножко другая от того, что я уже ранее упомянула. Мы просто пришли в миграционную службу, нам дали перечень документов, дали анкету, заявление, мы все заполнили от руки, там же отдали и уже далее следовали инструкциям меймура, то есть госслужащего, который занимался нашим делом. Если нужно было что-то донести, что-то доложить, мы не все документы собрали сразу, даже там в течение 1 или 2 недель мы что-то приходили, докладывали и так далее. В общем, довольно все было просто. Здесь хочу сделать еще одно лирическое отступление по поводу в целом госслужащих, с которыми мне приходилось сталкиваться. Это, конечно, удивительная абсолютная история и абсолютно культурный шок, который я пережила в связи с общением с госслужащими в Турции. Такого, конечно, я в России у нас не видела, поэтому для меня это было совершенно удивительно. Я не знаю, конечно, возможно, мне и повезло. Кто-то скажет, что повезло, но у меня было настолько много случаев общения с госслужащими и несколько подач на вид на жительство, и гражданство, и оформление водительского удостоверения, и много-много еще, наверное, чего я сейчас не помню, но это было вот какие-то не 1, 2, 3 случая, а прям очень много, и во всех случаях мне действительно попадались очень добрые, очень отзывчивые и очень жаждущие помочь люди. И в целом, в принципе, у меня сложилось впечатление, что здесь система госслужащих так работает, что они работают на то, чтобы помочь вам. Они здесь для того, чтобы ответить на все ваши вопросы, дать вам разъяснения по поводу непонятных моментов, чтобы у вас ничего непонятного не осталось в голове, чтобы вы все сделали максимально быстро, четко и таким образом как бы уменьшили их работу. Да, это был, конечно, культурный шок для меня. Еще одно интересное замечание по поводу охранников. Если в Турции вы когда-либо куда-то в какое-то учреждение
придете, или заведение, где вы не знаете, где что находится, куда вам нужно пойти, с таким-то вопросом, на какой этаж подниматься, будьте уверены, что если на входе вы увидите охранника, вы всегда можете к нему подойти. Он вам все расскажет, все покажет, даже еще лучше, чем сам меймур, госслужащий, который отвечает за этот вопрос, потому что, как правило, люди работают там много лет, и они, в принципе, уже довольно много знают о системе работы данного учреждения, куда вы пришли. Здесь нет такого правила, что охранник ничего не знает. Если я прихожу в какое-то заведение или учреждение, где я ни разу не была, я потерялась, я не знаю, куда, на какой мне этаж идти, у меня вот есть такой-то вопрос, я всегда сразу мысленно глазами ищу охранника, и я знаю, что он подробно мне все расскажет, объяснит, вплоть до деталей процедуры, и я буду уже точно знать, стоит мне туда или нет, идти или нет, потому что я буду знать, хватает ли у меня, достаточно ли у меня всех документов, есть ли у меня все необходимые копии и так далее. То есть охранник — это реально человек в помощь. И что касается самих госслужащих, вы можете 100% всегда быть уверены, что на вас никто не будет фыркать, вам никогда не дадут таких ответов в стиле: «Девушка, вы что, не видите, что я в другом отделе работаю?» Или «Девушка, вы что, не видите, я занята?» Ну вот какие-то такие вот не очень приятные ответы, которые довольно часто можно слышать в наших каких-то госструктурах и от наших госслужащих, если ты к кому-то обратишься с вопросом или с просьбой о помощи, разобраться, куда тебе нужно обращаться. Ну и охранники — это, конечно, да, отдельная категория. В России охранники справок не дают. В Турции охранники — это те, которые дают справки и знают все. Обращайтесь к ним, все подскажут, все расскажут, останетесь довольны и с полной головой информации, нужной вам, пойдете дальше заниматься своими делами. Ну, вернемся к подаче заявления на вид на жительство. После того, как на сайте Государственной миграционной службы ЭИКОМЕТ вы заполнили предварительную заявку и заполнили анкету и получили свой день рандеву, вы приходите в этот день с полным пакетом документов, берете электронный номерок и уже садитесь, ждете свою очередь. Что касается документов. Если вы иностранный гражданин, то, конечно, в первую очередь вам понадобится ваш международный паспорт с переводом, удостоверенным нотариусом. То есть здесь вам нужно будет оформить его перевод и удостоверение нотариуса, что перевод верный. Далее вам обязательно понадобится страховка. Страховку вы должны оформить на период действия вашего вида на жительство. В принципе, это делается все очень просто. Вокруг миграционной службы очень много страховых агентств, и даже внутри самого здания, даже внутри того отдела, куда вы идете подавать документ, везде вы увидите много страховых агентов, которые ходят с бейджами, где написано, какую страховую компанию они представляют. Очень большой выбор, с этим не будет у вас проблем. Плати деньги, получай свою страховку, неси ее к меймуру. Далее, конечно же, в перечне списка документов всегда будут биометрические фотографии, тоже об этом не забудьте. Требования к ним вы увидите на сайте Государственной миграционной службы, когда вы будете заполнять анкету. И что касается документов вашего мужа, если это ваш муж, если вы подаете документы на семейный комет, вам обязательно нужно от мужа его турецкое удостоверение, справка об отсутствии судимостей, справка из семейной книги, которая берется онлайн в системе E-Devlet, что-то похожее на наши госуслуги. Также вам необходимо будет предъявить договор аренды или свидетельство о праве собственности на квартиру, где вы проживаете, чтобы можно было бы удостовериться, что вы где-то живете, что вы не бомж и так далее. С этим у нас была интересная история. У нас не было ни договора аренды, ни свидетельства о праве собственности на ту квартиру, где мы на тот момент жили. Муж мой просто предоставлял квиточки об оплате электроэнергии, воды и, по-моему, газ. Этих квиточков было достаточно, чтобы подтвердить, что мы действительно там живем, мы оплачиваем эти счета. Ну и также от вашего мужа обязательно потребуется справка из банка о доходах, что он может вас обеспечивать, что вы будете находиться у него на иждивении. Имейте в виду, что сумма на счете вашего мужа должна быть эквивалентна $500 США из расчета на 1 месяц. Если вы претендуете на вид на жительство сроком на 1 год, умножайте эту сумму на 12.
Первичный семейный вид на жительство выдается сроком на 1 год, далее следующий вы продлеваете, вам его выдают сроком уже на 2 года, и далее по истечении 3 лет в совокупности у вас появляется право подать документы на получение турецкого гражданства. Будьте внимательны, продлевать семейный вид на жительство лучше всего заранее, особенно в последнее время в связи с ковидными ограничениями. Как будут работать службы, непонятно. Вы не можете его начать продлевать раньше, чем за 60 дней до окончания его срока действия, но я вам не советую слишком опаздывать, и когда будет уже 59 дней, открывайте сайт миграционной службы Турции и начинайте заполнять свою заявку и анкету. Еще раз хочу оговориться, что это моя история, и я рассказываю вам о том, как дела обстояли у меня и через какие этапы проходила я. Если вы еще только находитесь в процессе оформления вида на жительство или планируете это сделать, возможно, у вас какие-то будут другие особенности. Не забудьте поделиться ими в комментариях под этим видео. Они могут быть супер полезны для тех, кто посмотрит этот ролик. Если бы вы хотели услышать еще больше рассказов о Турции глазами русского иммигранта или в целом о жизни русских в Турции, подписывайтесь на мой канал, ведь здесь таких историй будет очень много. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и пишите в комментариях, понравилось вам это видео или нет. А пока, до встречи в новых роликах. Всем пока!